Друзья, всем привет! С вами Энди Вакс. Только что завершилась кампания по сбору средств для Ильнара Исаева, нашего с вами коллеги. Он так же, как и мы с вами, пишет музыку. Живет он в глубинке, у него небогатая семья, старый компьютер, неподготовленное помещение и у него двигается только одна рука на 30%. Так уж вышло, что Ильнар инвалид от рождения. И тем не менее, эта ноша его не сломила. И он создает очень хорошие, душевные треки. Как вы знаете, каждый день я получаю на рецензии демо-треки со всех уголков планеты. Работы Ильнара меня, что называется, зацепили. Каково же было мое изумление, когда я зашел на его страницу в соцсети и увидел, в каких условиях он творит. Очень часто нам с вами, друзья, мешает лень или отсутствие целей. Мы придумываем оправдание своему праздному существованию. Однако я уверен, что теперь оправдание у нас закончится. Ведь перед нами самый яркий пример силы воли. Все началось в декабре 2014 года, когда я запустил кампанию на Indiegogo Live для того, чтобы подарить Ильнару хорошие наушники. Многие из вас помнят мой мини-обзор наушников, и победитель этого обзора – Sennheiser HD 650. И когда я увидел, в каких условиях творит Ильнар, я понял, что эти наушники ему необходимы как воздух. Ведь каждый, кто работает со звуком, знает, как важно адекватно слышать свой микс. Когда компания набрала обороты, к акции активно подключился наш коллега из Москвы, талантливейший звукорежиссер Владимир Губатов. Он связался с отделением Sennheiser Россия, и они сразу же однозначно ответили: Ильнар бесплатно получает от нас в подарок наушники. И вот компания подошла к концу, все средства собраны, наушники уже доехали до своего нового владельца, а деньги в течение 15 дней Indiegogo Live перечислит Ильнару. Огромное человеческое спасибо всем вам за пожертвования и поддержку, друзья. Мне было так приятно видеть знакомые имена в своих друзей, заказчиков и единомышленников среди тех, кто помогает своему ближнему. А теперь о интересном. Помимо помощи нашему коллеге Ильнару, опыт с краудфандинговыми сайтами типа Kickstarter или Indiegogo ценен еще и тем, что сейчас многие продюсеры сталкиваются с проблемой финансирования своего творчества. Большинство несведущих в делах сбора средств или поиска меценатов думают, что достаточно просто разместить свою компанию на сайте и деньги потекут рекой. Захотел записать альбом, создал компанию, собрал $100 000, но не все так просто. Я специально начал кампанию по сбору средств для Ильнара в прошлом году. И в течение месяца нигде ее не рекламировал и не афишировал. Как результат – 0 пожертвований. Далее я разместил просьбу о поддержке компании в 3 соцсетях – Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Одноклассники не сработали из-за того, что я не активен там уже около 5 лет, и у меня там мало друзей. Ну а Facebook и ВКонтакте обеспечили успех нашего с вами предприятия. Откликнулось огромное количество людей, было большое количество репостов и лайков. Поэтому, друзья, делаем выводы. Вывод номер 1. Какое бы ни было беспроигрышное мероприятие, без его рекламы результат будет нулевой. Для успешной кампании нужна комьюнити, то есть ваши друзья и ваши подписчики. Чем реальных подписчиков больше, тем больше людей, которые потенциально готовы поддержать ваши начинания. Вывод номер 2. Кампания должна быть людям интересна, она должна их зацепить. Тут поможет и актуальная тема, и грамотно снятое видеообращение. Экспериментируйте, друзья. Обратите внимание, что в этом году я планирую как минимум 2 новые кампании, которые будут приносить пользу людям. Так что следите за новостями, подписывайтесь на мой канал. Здесь вас ждет много интересного и полезного. А теперь давайте дадим слово самому Ильнару. И кроме слов благодарности, я бы хотел, чтобы он что-то пожелал нам с вами. Поделился частью своей нескончаемой энергии. Привет, меня зовут Ильнар, я композитор. Занимаюсь музыкой более 7 лет. Хочу рассказать вам маленькую историю о том, как я начал писать музыку. Лет 8 назад мне нужен был антивирус.
Я отправил друга за компакт-диском в город, чтобы он купил мне его. И он купил компакт-диск сборных программ. Пиратский. И там была программа по звукозаписи. Orion Synapse Audio Orion Studio. Когда еще 5-я версия. И там было такое маленькое описание, типа, вы можете создавать музыку на своем компьютере. Я думаю, как это на компьютере можно создать музыку? Мне это было непонятно. И начал устанавливать эту программу, мы с другом начали ее потихоньку изучать. Было интересно создавать там биты маленькие, такие короткие, для фона мелодии делали. И думаю, что мы можем большего. Начали искать, стали искать больше пособий по музыке, но так как музыка здесь совершенно не интересуется, это было трудно. А тогда не было еще интернета. Пришлось изучать все методом тыка. Когда года 2 прошло, наверное, чуть более, может, мы создали свой маленький тандем. Назвали его Бугульма Сити. Ну, писали музыку в разных стилях. Был хаус, техно, транс. И хотели больше развиться в своем городе. Показать, что можем намного лучше писать. Ходили, я отправлял друга там, искать больше интересных людей, кто знает про эту программу. Но оказалось, что никто не знает, что это за программа, и приходилось нам очень трудно. Изучали мы все вдвоем. Мой друг уехал на заработки на север, я оставался один. Один изучал программу, старался писать. И чуть позже мой друг совсем уехал, уже в армию забрали. Я остался совершенно один. Тогда я подумал о смене ника. Поставил просто ник DJI от своего имени. Ну, писал музыку один. Мне нравились вкусные мелодии, такие медленные темпы, типа чиллаута. Одну из таких кусочков, минут на 2-3, я отправил своей знакомой. Она послушала, сказала, что очень мелодия хорошая, у тебя очень горячее сердце, раз ты пишешь такую музыку. Я тут подумал, горячее сердце. Хороший ник для меня. Я переименовал себя в Flameheart с тех пор. Пишу музыку в стиле chillout, транс. Ну, транс я недавно начал писать, но это не важно. Вот. И когда я подключил интернет, стал еще больше интересоваться всякими видеоучебники, вот, ну, чтобы дальше развиваться. Нашел интересный сайт про отзывы о программах. Так я перешел с более любительской программы на более профессиональную. Это была Ableton Studio. Ableton Live 9, 8. Но это для меня было опять таким крупным новшеством для меня было это. Совершенно неудобный интерфейс. Более много примочек, всяких ручек, крутилок. Я ничего не знал этого. Потом я привыкал где-то к этой программе еще где-то около года. Очень много времени уходило. Потом я заболел. Серьезно таки. Пролежал в кровати около где-то. Потерял много времени и знания уже стали не те. Когда оклемался, более-менее так выздоровел, стал опять интересоваться музыкой. Начал с этой же программы Ableton Live 9 уже. Скачал интересный видеокурс от Andy Wax 2008 или 2009 года, не помню точно. Первый видеоролик посмотрел и узнал столько многого, очень много узнал, но для меня это было трудно понять с первого раза. Я листал
просматривая эту видеозапись около месяца. Крутил, узнавал, что такое эквалайзер, компрессор, лимитер. Это мне было все по-новому, новинку. А также я узнал о его сайте Endivax Mastering. Мне было жутко интересно познакомиться с этим человеком, так как он достаточно знаменит был. И читал много о нем отзывов положительных. И хотел узнать мнение профессионалов, отправив ему свою работу. Он сказал мне, что да, я пишу нормальную музыку, но указал также на мои ошибки, которым я совершенно не удивился, так как считал себя всегда любителем и не знал многого. И он показал на мои ошибки, я стал стараться исправлять их. Потом, время от времени я присылал ему новые работы, в которых он находил уже меньше ошибок. Это для меня было приятно, что я не стою на месте и развиваюсь. И тогда он сказал мне: Ильнар, в каких условиях ты работаешь? Я сказал: обычная комната, обычные бытовые колонки, ничего особенного нет. И тогда он сказал: у тебя комната оборудована там, звукоизолирована? Я сказал: нет, даже не знаю. Он сказал: как так? А работаешь ли ты в наушниках? Я сказал: да, есть такие наушники, такая модель. Это была дешевая модель с микрофоном, непрофессиональная. Он сказал: я помогу тебе со сбором средств на профессиональные наушники, так как сам я не смог бы их купить, они дорогие, и не имея работы и свое постоянное здоровье, живя в деревне, там просто нет ничего для меня. И был удивлен, как так, чтобы сбор будет собираться деньги для меня. И очень благодарен ему, конечно, большое спасибо ему за организацию сбора средств на эти чудесные наушники, которые дадут мне гораздо больше высот, с которыми я завоюю, надеюсь, танцпол когда-нибудь, буду выступать вживую. И всем тем, кто пожертвовал деньги, зарепостил страницу. И компания Sennheiser, город Москва, которые предоставили мне эти наушники в дар. Также хочу сказать большое спасибо Владимиру Губатову, который организовал доставку этих наушников. И там маленькие бонусы. Спасибо ему. Хочу сказать также большое спасибо моим родителям, которые всегда верили в меня, воспитали во мне эту целеустремленность, всегда поддерживали меня в трудную минуту. И хочу сказать большое спасибо моим друзьям, которые делились со мной опытом. Это DJ Эльдар Став и Visual Energy, тоже очень много поддержали. И хочу вам сказать такую одну вещь. Друзья, никогда не сдавайтесь. Я никогда не сдавался, не собираюсь сдаваться никогда. Буду добиваться высоких ступеней в сфере музыки. Хочу сказать вам: творите добро, побольше добра. Это всегда будет вам вдохновлять, даже можно сказать, будет это вас. И не забывайте развиваться никогда. Всем спасибо вам за то, что выслушали меня. Вот такие пожелания, друзья мои. Золотые слова. Подытожив, я скажу: мы все одно. И никакая политика или религия не сможет разделить людей, объединенных одной целью. С вами Endivax, и до новых миксов.